Киев, Майдан, даже через экран как-то так, знаете, пробивает запах свободы. Пообщались с людьми и вопрос задавали один и тот же, в принципе. Как по-вашему, изменило ли что-то революция? Победил ли Майдан? Практически все ответили, что Майдан победил. Меня больше всего вот радует, когда люди начинают говорить: судебная система у нас еще. И сразу хочется задать вопрос женщине, которая будет это говорить: а вы в суд когда последний раз обращались? Люди говорят о таких высоких материях: нам стало легче дышать, нам стало легче жить. При этом они не говорят о том, что можно взять 1000 гривен и пойти в маркет и купить, и насколько хватит того, что можно купить за 1000 гривен. Но здесь я уже добавляю какие-то свои оценки. Этого не надо делать. Давайте посмотрим, что говорят люди, майданные люди. Оно, движение идет, но не в ту сторону, как бы. Коррупция растет, политзаключенных становится все больше, власть не думает о народе, а больше думает о себе. Ну, изменилось лишь только люди изменились. Вот и все, что могу сказать. Люди меняются в лучшую сторону, стараются как-то держаться вместе. Нет, еще все впереди. В стране полный бардак. Страной правит барыга. Не президент Украины, а барыга. Поймите одно. Если народ это быстрее поймет, это быстрее придет этому конец. Майдан может быть третьим, но он начнется вечером, а кончится утром. И в стране будет новая власть. Народная власть. Оно здесь, сейчас же оно должно быть. И есть, как видите. Банду геть. Но було, є і буде до тих пір, доки вода не прочиститься, доки ту бандитську владу ми не знищимо фізично. Але зараз такий час, що Майдан не може. Ну, на самом деле, хотелось бы очень думать. У нас проходят и реформы, на самом деле, вот полицейская неплохая реформа, там вышли очень хорошие ребята на службу, и действительно, вот по ним люди уже чувствуют эту, ну, реально, какие-то реформы. Но очень много делается, конечно, неправильно. Вот в частности, борьба с коррупцией продвигается очень туго. Ну, скорее всего, если мы не осуществим сразу там реформу в судебной власти, в прокуратуре и так далее, а она почти не продвигается, то тут будет, конечно, результат очень плачевный. Так что есть какие-то плюсы, но есть очень много минусов. Опять же таки, конечно, надо время. Революция победила, мы свергли тирана. Да? А чтобы построить новое государство, нужно менять всю систему. Система пока работает. То есть в большинстве своем система вот это работает. Третій Майдан, да. Думаю, що да, буде. Да. Буде Майдан. Третій Майдан по-любому буде. Це буде похоже, ніж оцей, що був перший. Чи навіть другий. Це просто, а судьба Порошенка, тому що Порошенко багато має рошенів, заводиків. Петро Цукерка. Да, Петро Цукерка. І всього-навсього буде просто похуже, ніж був другий Майдан. Це просто чесно так. Він просто каже, це буде більше жертв, ніж навіть було Небесна Сотня, це буде більше. Что поменялось в лучшее? Лучше ничего не поменялось, только как бы правители начали свой дерибан, и то есть дальше ничего не могу сказать, мне просто нет слов. Я сейчас начну материться, вот и все. Майдан победил. Победил с одной стороны, но с другой стороны, в принципе, то, что было, то и осталось. То есть ничего абсолютно ничего не поменялось. Если поменялось, то только в худшую сторону. Мы своего добились, и несмотря на то, что политики, а это так называемая оппозиция, у нас граждан Майдан просто украла, вот, тем не менее Майдан свою миссию открыл, я бы так сказал. Майдан провозгласил
то, что мы граждане, хозяева и собственники своей жизни, своего государства и Богом данной земли. Этого месседжа они очень испугались, потому что они украли у нас все за 21 год, они сделали нас нищими. Вот, и они кричали: Европа, 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 в Европу. Вот, и под этими лозунгами украли у нас Майдан. Вот, и мы предупредили Порошенко, мы предупредили Гройсмана, мы предупредили Яценюка, Авакова, это Министерство внутренних дел, и этого друга Шокина, прокуратура и суд Верховный. Мы предупредили, что, ребята, все ваши преступления вам скрыть не удастся. Мы прекрасно это все видим, и у вас единственный путь – это покаяться. Покаяться в вашей ситуации – это означает уйти самим в отставку. Мы будем снова собирать Майдан. Просыпайтесь, я вас говорю. Вы слышите меня или нет? Просыпаемся. Что ты тыкаешь? Я говорю, просыпайтесь, вы меня слышите или нет? Я сейчас услышу. Давай, бей! Просыпайтесь. Поднимайтесь, пожалуйста. Вам помочь встать или вы сами в состоянии? Просыпайтесь. Вы можете встать? Вы можете назвать фамилию, имя, отчество ваше? Сейчас приедет скорая помощь, приедет волонтерская помощь тоже, которая окажет ему помощь в плане того, что они его накормят, напоят, первую медицинскую помощь окажут, если это необходимо. Вот. И дальше волонтеры, те, которые будут с ним вместе, я им передам номер телефона сестры родной, вот, которая, возможно, купят билет ему, посадят его на автобус и отправят к ней. Но они уже там будут дальше разбираться сами. Мы все данные передадим, все, что от нас зависит. Кому вы верите? С точки зрения власти, мне кажется, что не поменялось ничего, потому что задача у власти – это, по моему мнению, это получение прибыли максимальной. Для этого люди идут во власть, чтобы увеличить свои доходы. А с точки зрения простого человека, самосознание украинцев изменилось, конечно. То есть больший процент людей, мне кажется, что хотел бы каких-то изменений и чувствует в себе силы, чувствует потенциал что-то изменить просто на своем рабочем месте. Люди стали приветливее, люди стали социально ответственнее там, где касается их у себя. Но в то же время осталось достаточно много людей, которые ищут новые пути решать проблемы старыми способами. Это я говорю о взяточничестве, о таких мелких, о взяточничестве, о попытках обходными путями решить свои проблемы. Это первое. И второе, нет абсолютно в социальной сфере, я не вижу изменений. Мой ребенок ходит в детский сад, абсолютно все, включая моющие средства для посуды, покупают родители. Детский сад. Пластиковые окна меняют родители за свой счет, детский сад. Это говорит только о том, что государство не финансирует эти проекты. Если вы попадаете в Украине в больницу, что-то произошло со здоровьем, то все медикаменты за свой счет, постельное белье вы туда прихватываете тоже за свой счет. В больнице есть только вата. И на уровне простого человека, если вы идете рожать ребенка в роддом, вы тоже несете с собой огромный пакет медикаментов и шприцы, все. То есть то, что касается моей жизни как гражданина, как мамы, как члена семьи, я не вижу больших изменений вот этих. То есть вливаний экономических здесь нет. А поднятие духа, конечно, есть. То есть большее количество людей чувствует в себе силы что-то изменить и пытается это делать.